В небольшом городке под названием Светлогорск, где между домами вьются извивающиеся улочки и звучит щебетание воробьев, жил одинокий и потерянный человек по имени Степан. Он не отличался ни особым везением, ни яркими событиями в своей жизни, но в последние годы все сложилось так, что его жизнь обернулась чередой несчастий и разочарований. У Степана была мечта. Мечта быть частью дружной семьи, иметь верного питомца, который стал бы неотъемлемой частью его жизни, но пока мечты оставались лишь смутными призраками, растворяющимися в тени реальности. В тот день, когда он стоял на пороге своего дома, в его душе царила неразбериха и глубокая печаль. Солнечные лучи пробивались сквозь облака, освещая его путь. Но Степан даже не замечал этих сияний, потому что его навещали лишь тоскливые мысли. Он не мог вытеснить мысль о том, что его жена Мария была не одна. Вдруг в его сознание пришла мысль: что происходит в доме? Почему мне кажется, что она изменяет? Но сейчас его волновало только одно. Он думал о своей любимой собаке, Ласке. Где же она сейчас? Что с ней произошло в его отсутствии? Долгожданные воспоминания о их совместных моментах со всей остротой всплыли в голове. Мысли путались, в голове царил хаос, и безнадежно пытаясь справиться с бушующими эмоциями, он решительно вошел в спальню, стараясь сдержать слезы и гнев. Он не был готов к увиденному. В дверях стояла сама Мария, ее глаза светились тревогой и нежностью, но он не мог это воспринять. У него осталось лишь одно желание – выяснить причину своих страданий. Он молча встал в дверях, завороженный тем, что угнало его от реальности. Вот значит как. Эта единственная фраза, которую он смог произнести, отразила всю его боль. Внутри него бурлила ярость. Он не мог сдержать свой порыв и выбросил соперника из квартиры так, что тот кубарем скатился за порог. Жене он хотел поступить так же, но, увидев ее глаза, полные страха и смятения, у него не было сил. Вместо этого он с яростью собрал все ее вещи и выбросил на улицу. «Пошла вон! Увидишь еще раз! Пожалеешь!» — кричал он в пустоту, когда его сердце разрывалось от боли. Он упрямо продолжал ненавидеть все, что его окружало. Прошло несколько дней, и Степан запил. Он понимал, что сходит с ума, если его мысли снова и снова возвращаются к Ласке. Бесконечное чувство вины и неотвратимого сожаления разъедало его душу. Он не знал, как справиться с этой печалью, и в итоге все больше и больше погружался в охватившую его тьму. Бутылка за бутылкой, и все крепче становилась его зависимость. «Как я мог так поступить?» — задавал он вопрос, углубляясь в пучину вечерних размышлений. Он продолжал терзать себя. С каждой новой наклонившейся к земле бутылки его разум все более и более погружался в непонятные образы. Вместо расслабления выпивка только усугубила его состояние. Наконец, в одну из безлунных ночей, когда мысли начали углубляться в бескрайние размышления, он окончательно осознал реальность. Он потерял не только любовь, но и своего преданного друга, верную Ласку. Этот теплый, любящий взгляд и верная преданность теперь оставались лишь в его воспоминаниях. Если Ласка все еще жива, он обязан ее найти. С этой мыслью он прыгнул в свою машину с чистой решимостью и направился в тот самый район, где навсегда оставил своего лучшего друга. Он ездил по улицам, заглядывал в дворы и остановки. Люди вокруг как будто ни о чем не догадывались. Кто-то с недоумением смотрел на него, кто-то крутил у виска. Все они были далеки от внутренней печали Степана. Он опрашивал прохожих, но никто не видел белую собаку с серыми пятнами на ушах. Его мысли постоянно возвращались к тому, что когда-то они считали своим домом,
к дружеским моментам, проведенным вместе. Как он мечтал о дружной и теплой семье. «Как я мог?» — шептал он. «Почему я не выгнал эту женщину из своей жизни, как только она заговорила о том, что Ласку нужно выгнать?» Его воспоминания о Ласке полны солнечного света. Тот вечер, когда щенок впервые появился в их жизни, радость, которую она приносила, и ту привязанность, которую они разделяли. Степан всегда мечтал о дружной семье с детьми и хорошей собакой. Собаки всегда были неотъемлемой частью его жизни, но крепкую семью построить не удалось. Его третий брак закончился на печальной ноте, оставив его наедине с внутренней пустотой, без собаки и без детей. Ласка, такая игривая и счастливая, поселилась в его сердце навсегда. Она была его маленьким солнечным лучиком, найденным на тротуаре, который приносил ему радость в самые темные времена. Степан помнил, как она была щенком, когда он познакомился с Марией. Он наивно надеялся, что ее щенячья доброта и преданность скрасят серость его жизни. Первый год совместной жизни с Лаской оказался самым светлым, но каждый из последующих лет уводил его все дальше от мечты о семье. Мария не терпела Ласку, угрожая расставанием, если та не уйдет. Он понимал, что это не была просто игра, и это показалось ему всепроникающим кошмаром. Но он не хотел прощаться с другом, и его эмоции, запертые в клетке, из-за долгих лет страданий и разочарований, наконец вырывались с новой силой. Степан был в постоянном конфликте с собой. Он все чаще задавался вопросом: «Почему я не действовал раньше?» Теперь он стоял на краю пропасти и не знал, что делать. Если бы он только мог найти Ласку и попросить у нее прощения, стоя перед ней на коленях. Но все это казалось слишком поздним. Он чувствовал, как внутри него расползается пустота, не оставляющая шансов на счастье, и этот страх проглатывал его снизу вверх. Однако именно эта пустота вдруг стала его катализатором, побудив принять решение. Он осознал: пора изменить свою жизнь, попробовать искать то, что ему действительно дорого. Тем временем в другой части Светлогорска жила женщина по имени Анна. Она была молода, полна надежд и светлой энергии. Однажды вечером Анна возвращалась из города, в котором жизнь никогда не утихала и всегда бурлила, в свою родную деревню, соскучившись по тишине и спокойствию. Свежий дождь, который прекратил знойную летнюю погоду, налил в воздух ощущение обновления, и она ловила каждый момент, наслаждаясь долгожданным прохладным воздухом. Внезапно, когда она проезжала мимо разлившихся рек и цветущих полей, ее восприятие окружающего мира изменилось. На выезде образовался огромный затор, и чтобы убить время, Анна начала задумываться о том, как счастливо провести время с семьей или просто ощутить магию родной природы. Ее взгляд на мгновение задержался на одном из окон. Она наблюдала за потоком машин, когда вдруг заметила нечто белое и беспокойно метающееся между автомобилями. Это была потерялась Ласка. Бедная зверушка, она же попадет под машину. Первая мысль молниеносно пронзила ее сознание, и, не раздумывая, она открыла дверцу своей машины, словно она могла спасти жизнь этой милой собаки. Ласка, почувствовав руку помощи, побежала к Анне, словно искала спасения, готовая довериться этой новой, доброй женщине. Анна не устояла и взяла собаку к себе, не успев осознать, что этот момент изменил ее жизнь навсегда. Уже через час они катили по дороге в ее уютный небольшой дом, наполненный уютом и любовью. «Откуда же ты взялась на трассе?» – произнесла она с нежностью, когда наполнила тарелку теплым куриным супом, который готовила сама. «Как же тебя зовут и где твой хозяин? Ты потерялась или тебя выбросили?» У нее было столько вопросов, но ни одного ответа. Ласка,
смотря на свою новую хозяйку своими грустными глазами, словно пыталась сказать, что она потерялась, но не примет отказа от новой жизни. «Ладно, начнем новую жизнь с чистого листа», — решила Анна, улыбаясь, и увидела, как собака доверчиво лизнула ее в нос. Анна умилялась от откровенности собаки. «Мне, например, очень нравится имя Снежка, потому что ты белая, как зимний снег». Снежка, как она решила назвать собаку, явно почувствовала, что это имя ей подходит, и снова лизнула свою новую подругу в нос. «Я работаю в городе, поэтому рано утром уезжаю, а поздно вечером возвращаюсь. Придется тебе ждать меня каждый день с работы. Но я обещаю тебе, я буду привозить за это что-нибудь вкусное. Мы обязательно будем проводить выходные вместе, и ты будешь наслаждаться жизнью с полным вкусом свободы. Согласна?» Собака еще раз лизнула ее в нос, соглашаясь с условиями нового совместного путешествия. Прошло несколько месяцев, и Ласка с Анной стали неразлучны. Каждое утро они уходили гулять, а каждую вечерню наслаждались совместными вечерними посиделками, наблюдая закаты и прислушиваясь к пению птиц. Каждый момент, проведенный вместе, наполнял их сердца смехом. Анна сильно привязалась к Снежке, и эта преданная собака успокоила ее уставшую душу. Она чувствовала поддержку Ласки, понимание ее проблем и бездонную любовь. Однажды, когда они гуляли по обширным просторам близлежащего парка, воздух наполнился запахом леса, и Анна была настроена на исследование окружающего мира. Но в тот момент, когда они готовились вернуться домой, Снежка остановилась, вдруг напряглась и уверенно потянула Анну в сторону. Девушка не понимала, что происходит, пока собака не обратила свое внимание на один из обрывков пути, когда они снова вернулись к жизни. На горизонте появился знакомый, но изможденный Степан. Он выглядел так, словно его жизнь буквально разорвала на части. В глазах выражалась печаль и неопределенность. У него был молчаливый взгляд, полный разочарования. Анна непроизвольно замерла, взглянув на человека, казалось бы, очень знакомого, и вспомнила его голос, когда он говорил о своей несчастной судьбе. В то мгновение Снежка, словно почувствовав невероятное волнение, метнулась к нему, прильнув к его ногам и радостно лизнув его в щеку. Степан, переживая тот момент счастья, наконец осознал свою ошибку. Он потерял не только своего верного друга, но и частицу своей души. Надежда на примирение и восстановление потерянных связей опять загорелась в его сердце. «Ласка», — пробормотал он сквозь слезы, потому что это мгновение действительно изменило его жизнь. Анна, подойдя ближе, произнесла: «Вы ее искали?» Степан, не в силах скрыть своих эмоций, рассказал Анне о своих переживаниях, о мучениях и болезненных воспоминаниях. Слезы питали их разговор, но даже в этом горе зарождалась новая надежда. Анна слушала его, и ее собственные глаза тоже наполнились слезами. Они стояли вместе, переживая все вместе, горечи утрат и надежды. Эта встреча стала началом чего-то нового, их дружбы, основанной на взаимопонимании и поддержке. После этого происшествия между Степаном и Анной завязались теплые отношения. Они восполнили печаль друг друга, потерю, пронзенную прошедшими недугами и смыслами. Время шло, и однажды, когда осень накрыла мир золотыми листьями, у них родился мальчик. Степан и Анна с любовью обняли своего маленького сына, удивляясь тому, как быстро и непредсказуемо может меняться жизнь. Ласка, вернувшаяся к своему хозяину, стала главным символом их новой семьи. Она всегда была рядом, заботливо защищая своего маленького друга. Каждый вечер они собирались вместе, смотрели на звезды, рассказывая истории из своей жизни, делясь мечтами и надеждами. Таким образом, заблудшая душа, наконец, нашла свой путь. Степан и Анна создали новую семью, наполнив дом смехом, счастьем и любовью.
Семья, которая многому учила, о том, как важно прощать, как важно помнить и как важно быть рядом с теми, кого ты любишь. Степан, с чувством благодарности за второй шанс, понимал, что одиночество рассеялось. Она направила его мысль о том, что в жизни все возможно, особенно когда рядом находится любимая вами душа и преданная собака. Ласка, напротив, вернула ему надежду и яркие эмоции, а сама жизнь преобразилась одним рывком. Он осознал, что их дом – это и есть то самое чудо, о котором он всегда мечтал. Каждый день они делали маленькие шаги вперед, развивая свои отношения и укрепляя их, что добавляло ярких красок в картину их жизни. Они часто собирались вместе на утренние пробежки по парку, где Ласка вела их, радуясь каждому моменту и каждому новому дню. Это был лишь маленький отрывок от их большой истории. Истории, где друзья, любовь и верность окончательно соединяются под теплом сердец. Пусть непреодолимые моменты жизни оставались, напомнив о себе со временем, но ни одна из кадров не могла затмить их счастье. Ведь это было главное, что он считал важным в своей душе. И они жили долго и счастливо, окруженные любовью, преданностью и верой друг в друга. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!